Трамп победил. Локальных войн будет много. В нашей стране все стабильно. Только взялись за яйца, масло пропало. Гиперинфляция, знаете, что такое? Выпил сразу. Приехали. 24 часа уже давно прошли. Дональд Трамп, ждем. Значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Всем привет! На этой неделе я вновь с новостями на канале номер 1 про бизнес и деньги. Итак, первая новость. Дональд Трамп стал 47-м президентом Америки. Приехали. И самая главная интрига, Трамп сразу же заявил, что он закончит конфликт в Украине за 24 часа. Только вот в чем вопрос, 24 часа уже давно прошли, поэтому, видимо, это 36 часов или 48 или 70. Давайте будем смотреть и все разберем по шагам. Смотрите этот выпуск до конца, потому что вы узнаете структурно и четко, как избежать наступления на мотыгу, ну или на грабли, на что вы там обычно наступаете. Что говорят по поводу завершения конфликта в Украине? Итак, первое. Во время выборов Трамп говорил, что может прекратить помощь Украине, если Украина не согласится на прямые переговоры с Россией. Это раз. Второе. Советники Трампа убеждают его, что надо заявить ультиматум о том, что заморозить линию фронта, отвести войска и приостановить переговоры о вступлении Украины в НАТО. Ну и третье. Но это, правда, уже в Европе говорят, что европейцы обеспокоены, что Америка переложит финансирование помощи Украине на Евросоюз. Ну и заставит Киев расплачиваться за поставляемое оружие. Ну и таким образом без помощи Америки Украина долго не протянет. И вот интересная новость, я поражаюсь, да, как в Америке все коммерциализировано. Букмекеры немедленно после заявления Трампа открыли прием ставок на то, что в течение 3 месяцев конфликт в Украине закончится. И вероятность того, что так произойдет, оценивается сейчас через ставки 38%. Неплохая такая вероятность. Я ставок лично не делаю и вообще в эти азартные игры не играю. Однажды в казино поставил 100 баксов, выиграл соточку и тут же слинял, больше никогда не хожу в казино. Вот, поэтому я просто жду, когда все наладится, ведь не было же так, чтобы ничего не наладилось бы. Даже после столетней войны все тоже наладилось. Поэтому и сейчас все наладится, поэтому давайте ожидать мир. Почему за выборами в Америке все так пристально следили? Ну, конечно же, 25% ВВП — раз. Второе — политический гегемон — 2. Ну и я бы так сказал, Трамп отличный шоумен, ну просто феноменальный, поэтому невозможно не следить. В конце концов, в России, когда сейчас запрещен Netflix, мне кажется, вот это развлечение там заявлениями Трампа — это прекрасно. И вообще вся предвыборная кампания в Америке всегда это кучище таких интересных ходов политтехнологов, просто-напросто заглядение. Я, например, лично учился, какими ходами еще можно привлечь внимание и так далее. Некоторые ходы у Трампа были, конечно, не очень удачные, но в основном у него отлично получилось. И итог закономерен. Трамп победил. А помните, как в него стреляли? Вы до сих пор думаете, что в него стреляли? Или это была постановка? Кстати, я мало вижу размышлений аналитиков по поводу того, что это было постановочное шоу. Поэтому, друзья мои, будем верить официальной версии. В Трампа стреляли, но не попали. Трамп молодец, красавчик, как сказал Владимир Путин. Трамп мужественный человек. Поэтому сейчас мы с вами разберем обещания, которые дал Дональд Трамп во время предвыборной кампании. Но, внимание, дисклеймер. Политики — это такие люди, которые никогда не выполняют обещания. Первое, что обещал Трамп, это завершить конфликт на Ближнем Востоке. Он обещал поддерживать Израиль, завершить конфликт, ну, видимо, завершить его тем путем, которым он сейчас развивается. И он так и сказал, что эту войну я закончу быстро. Дональд Трамп, ждем. Второе. Дональд Трамп решил расправиться с рекордным внешним долгом Америки. Напомню, 35,7 триллионов долларов. Просто гигантский долг. Так вот, Дональд Трамп сказал, я прямо вот вам зачитаю, что он сказал. Он сказал: я напишу на маленьком листочке бумаги
кавычка открывается, 35 триллионов долларов в криптовалюте, и у нас нет долга. Да-да, он так и сказал, я, говорит, расплачусь криптовалютой по нашему долгу и все. Если технически порассуждать, как это, а на самом деле Дональд Трамп прав. Кто выпускает криптовалюту? Ну, она появляется, да. Так вот и Дональд Трамп так и говорит, вот сейчас появится 35,7 триллионов долларов. Вы можете смеяться, но на самом деле вероятность этого сценария не нулевая. Криптовалютчики, привет! Третье, что пообещал Дональд Трамп — депортировать мигрантов. Он высказывался о том, что надо строить лагеря на границе, где идут нелегальные мигранты, чтобы селить их в лагеря, а потом вот вывозить и так далее. Потом он говорил, что надо продолжить строительство стены, которую предыдущие власти пытались строить, а на самом деле там какой-то заборчик построили небольшой и прекратили, потому что денег забирает много, а нелегальные мигранты подкопы делают и так далее, находят разные способы проникнуть все равно и так далее. В общем, сейчас проект по строительству стены заморожен, и, видимо, у Трампа есть идеи или у Трампа есть обещания. Дело в том, что вообще не надо иметь идеи, как это делать, даешь просто обещания, а потом их не выполняешь. Знаете, есть своеобразный рейтинг, сколько обещаний выполнил политик, который давал предвыборную кампанию. Не больше 1%. Поэтому на самом деле, в общем-то, малая вероятность, что хоть одно из этих обещаний будет выполнено. Поэтому просто послушайте их, если что-то из них выполнится, значит, вот какая большая разница, когда президентом становится предприниматель. Все-таки Трамп не классический представитель такой, политических элит. Трамп все-таки бизнесмен и предприниматель, а бизнесмены и предприниматели, они чаще выполняют свои обещания, потому что это такое норма делового оборота. Если ты вообще не выполняешь свои обещания, которые даешь партнерам, ты не можешь вести бизнес. Четвертое, что пообещал Трамп, это бороться с либеральной идеологией. Вы помните, да, трансгендеры в женском спорте. Это когда мужик приделывает себе сиськи, колет гормоны, да, выходит в женском зачете, поднимает штангу, причем на 20 килограммов больше, чем все женщины, да, и берет золотую медаль и так далее. Глупость же, конечно. Трамп сказал, не бывать этому, я буду с этим бороться. Верю ли я Трампу, что он будет с этим бороться? Нет, конечно. Дело в том, что слишком большой поток, и мне кажется, вот эта вот идеология, свободомыслия, свобода тыкания, свобода всего, да, она достигла такого апогея в Северной Америке, Канаде и так далее. Поэтому на самом деле не верю, но на самом деле интересно, что будет делать в этом отношении Трамп. Просто пообещал или что-то будет делать, давайте будем вместе наблюдать. Что о Трампе говорят в России, тоже очень интересно. Первое, что говорят, мы на пороге нового западного мира. Понятно, новая эпоха, Трамп пришел. А то Трамп не был президентом он же уже был президентом. И когда он был президентом, такое вытворял и так далее. И сейчас будет вытворять. В этом смысле Трамп достаточно предсказуемый персонаж, хоть он и делает броские заявления, но мне лично понятно, что будет делать Трамп. Второй тезис, который часто слышен: США стремятся изменить мировой порядок. Но дело в том, что мировой порядок установлен, и пока он не менялся. Это такой гегемонистический капитализм и подавление стран третьего мира. То есть форменный грабеж. Поэтому что другого будет делать Трамп? Зачем ему менять? Он будет укреплять. Трамп равно капитализм. Америка будет что-то изменять внутри Америки, если это будет выгодно. Да, но вот что интересно, Трамп стал самым пожилым президентом, ему 78 лет на момент избрания. Смотрите, капитализм Америки матереет, мудреет, у руля теперь Трамп, предприниматель, и я ожидаю, что капиталистический порядок, который будет навязывать, всему миру и внутри, Америки Трамп, все это будет усиливаться, И третий тезис, который я слышу, он практически смешной, как я его называю, что Трамп — это наш человек, а Илон Маск вообще русский шпион. И сейчас они вместе сядут за стол, отменят санкции, эти 14 пакетов, и все будет нормально, дальше заживем. Друзья, давайте посмотрим на это
рационально, прагматично, Россия страна, на которую наложено самое большое количество санкций за всю историю человечества. Кем наложено? Ну, Америка, Европа и так далее. И вводил их не президент, это целая институция, институции и так далее. Ну и, соответственно, и отменить это не может один человек. Это целая там политическая возня, расторговка и так далее, время и так далее. Поэтому России и россиянам, и политикам, и управленцам, и жителям, и гражданам не стоит ждать никакого чуда, а стоит заниматься собой, своим домом, своими городами, своей экономикой, быть очень сильными, самодостаточными, торговать, кооперироваться и так далее с другими странами и так далее, а не ждать, пока там Илон Маск и Трамп что-то там отменят, какие-то санкции, точка. Добавлю, в первый президентский срок, когда Трамп был, он ввел очень много санкций против России. Поэтому давайте так, те, кто радуется, что Трамп пришел и сейчас все будет нормально, ну давайте так, обождем. Так почему же Трамп победил? На самом деле, если раньше при выборах там перевес был буквально в несколько там голосов, да, сейчас был достаточно серьезный перевес. Мне кажется, демократы проиграли просто по одной причине, что они уже просто начали такой заниматься. Ну просто они вообще, просто у них башка оторвалась. Поймите, люди в Америке очень консервативны. Они живут реальными заботами, проблемами, там, дом, быт. А демократы со своими запрещениями там абортов, всякими этим гендерным воспитанием, климатические проблемы, они вообще из какой-то другой области. Поэтому люди, которые живут на земле, ну, они просто перестали замечать этих вот летающих в облаках вот деятелей. Вот. Поэтому ключевым элементом является следующее: когда ты отрываешься от реальности и живешь в иллюзиях и фантазиях, да, ну и передозируешь это, ну вот результат закономерен. Ты проиграл. Поэтому, смотрите, выигрыш Трампа на самом деле основан на двух вещах, на двух. Да, дееспособность Трампа, его там напор, его это да, это у него не отнять. Но есть еще одно обстоятельство: на полном разгильдяйстве и полном проигрыше, ну то есть проигрышных стратегиях, которые взяли демократы. Вот и все. То есть много ошибок, огромное количество ошибок. И это была одна из самых слабых кампаний у демократов. Итак, друзья, общий вывод из всей этой вакханалии. Глобальный мир, связанный тем, что можно добывать нефть в России или газ, отправлять куда-то, получать доллары там и на эти доллары все покупать в России. Вот этот глобальный мир для России конкретно закончился. Глобальный мир закончился и для многих других стран, или закончится уже скоро. Давление нарастает, ну для Ирана он уже закончился, для Китая огромное количество ограничений уже введено, ну достаточно сказать про 100% пошлины на электромобили из Китая, там, в Европе, в Америке и так далее. Поэтому, друзья мои, глобальный мир отходит в прошлое, на его место устремляется какой-то другой мир. Все гадают какой. У меня не прогноз, у меня наблюдение как аналитика. Этот мир называется гегемонистический. Кто сильнее, тот и прав. Обратите внимание, Америка стремительно, еще более стремительно увеличивает военные бюджеты. Германия увеличивает военные бюджеты. Япония увеличивает военные бюджеты. Все страны рапортуют об увеличении военных бюджетов. Россия — увеличение военных бюджетов. Вы понимаете? То есть проекция силы. Поэтому глобальный мир отошел в прошлое, гегемонистический мир наступает. Нас ждут непростые времена. Третьей мировой войны не будут, все знают, что она уничтожит все. Но локальных войн будет много. Друзья мои, вы знаете так, что происходит в мире? В нашем болоте все стабильно. Поэтому выборы в Америке, выборы где там, в Китае там, или в Бразилии и так далее. Ребят, в нашей стране все стабильно, ничего не меняет. Поэтому на вопрос, влияют ли выборы в Америке на Россию, я вам так скажу: нет, не влияет. Мое внутреннее состояние и внутренняя сила страны зависит не от того, что там в мире кто-то что-то сделал, не от того, какой метеорит там где-то пролетел. Нет, оно зависит от того, как мы своими руками благоустроили свою жизнь и как мы распорядились нашим временем жизни, как мы использовали свое тело, ум и сердце, ну, в своих интересах. Или мы просто читаем всякие средства массовой информации, да, и ждем,
что сейчас что-то будет, гадаем, а нам куча там этих звездочетов говорит, да вот, вы не знаете, еще хуже будет, еще сейчас все, а мы тревожимся и волнуемся. Поэтому, друзья мои, этого выпуска вам вполне достаточно, и вывод вот я вам дарю. Смотрите, как влияют выборы в Америке на нашу жизнь в России? Ответ – никак не влияют. Итак, едем дальше. Только взялись за яйца, масло пропало. Так вот, что произошло с маслом, со сливочным, ребят? Значит, были зафиксированы случаи прям вот воровства, там, десятков количества пачек этого масла. Например, в Нижегородской области женщина украла 29 пачек масла. Да? Полиция ее арестовала и допрашивала, что же происходит. Она говорит, вот масло, надо запасаться. В Екатеринбурге воры ночью вынесли из магазина молочное место все сливочное масло, что было на прилавке. Да. 2 жителя Подмосковья могут сесть на 10 лет из-за 16 украденных пачек сливочного масла. А теперь сухая статистика. Смотрите, Росстат говорит о том, что стоимость масла подорожала за год на 26%. Ну, розничные цены на масло фиксируются в районе 400 рублей, то есть более, там, примерно в 2 раза подорожало масло. Поэтому все-таки, видимо, дыма без огня нет, но какой-то, мне кажется, прям хайп происходит. Ну, хайп не хайп, ребят, масла не хватает, поэтому, вы знаете, ни малейший дефицит, да, 10% дефицит вызывает такой навес. То есть, когда тебе что-то не хватает, ты берешь уже не пачку, а 2. К чему это приводит? Тот, кто следующий приходит, ему не хватает, потому что нет на прилавке. Он, когда приходит и там что-то есть, он все сгребает. И, в принципе, 10% дефицит какого-то продукта и товара всегда провоцирует, коллапс. В принципе, вот такой коллапс сейчас случился на масле. Тогда был на яйцах, теперь вот на масле и т.д. Все это быстро пройдет, не волнуйтесь. Вот сейчас завезут иранское масло, там еще какое-то масло. Да, слушайте, нет никаких проблем, но, в общем-то, интересно, как у нас торговля решает вот эти вот вызовы. На самом деле нужно, конечно, иметь больше запасов на складах, нам нужно больше построить складов, больше морозильников, больше иметь запасов, чтобы компенсировать вот эти вот всплески. Но предупреждаю, только возьмемся за масло, и масло будет, что-нибудь другое пропадет. Поэтому не расстраивайтесь, когда что-то другое пропадет. Просто знайте, пропал. Товаров же заменителей очень много. Животные жиры прекрасно заменяются очень многими продуктами, растительными жирами и так далее. Более того, я вам скажу, масло сливочное содержит казеин. А казеин плохо усваивается организмом. После 40 лет, после 50 вообще запрещено, ребята, есть сливочное масло. Поэтому кому 50 лет, вам вообще масло противопоказано, понятно? Только топленое. Если уж вы хотите маслица, пожалуйста, взяли маслица, нагрели, вот эта вот пена, которая вошла, это казеин, убрали его, и вот это топленое масло, пожалуйста, вот его можно кушать, да. Поэтому, друзья мои, зачем вам это масло вообще? Используйте подсолнечное масло, нерафинированное, с запахом такое, вкусное. Или рафинированное там, да, ребят, очень много, или гречишное, а касторовое, выпил, и весь желудок очистился, сразу. Поэтому сливочное масло меня лично не интересует, я лично кушаю топленое масло, и то в каких-то вот буквально мизерных количествах. Желаю вам удачи, чтобы хватило вам масла. Ставки по депозитам, друзья мои, это просто трындец, рекорд. 23%, 23,5% я где-то вот видел, 25%. В общем, когда я смотрю на эти ставки по депозитам, я понимаю следующее, что самый выгодный производственный бизнес сейчас — это производить деньги из денег. Берешь деньги, вкладываешь на депозит. Но ведь это же на самом деле предтеча того, что гашение инфляционных волн таким образом вызывает очень мощные эффекты деиндустриализации. То есть на самом деле очень многие предприниматели останавливают сейчас финансирование своих проектов, потому что не могут при таких ставках видеть свое будущее. Второе. Не могут при таких ставках не соблазниться, чувствуете, оставшиеся деньги держать на депозите, чтобы произвести деньги. То есть происходит структурный переворот. Это очень опасно. Если такие ставки продлятся дольше, чем полгода, на самом деле
будут завершены или не начаты огромное количество производств, там, проектов и так далее. В общем, смотрите, гиперинфляция, знаете, что такое? Это когда всем по боку, на производство и так далее, все только это. Вот получил ты деньги, зарплату, первое, что ты делаешь, ты пытаешься там, не знаю, купить какую-то там валюту и так далее. Ну, сейчас валюту уже не купишь ничего. И поэтому все, что мы зарабатываем, обесценивается с огромной скоростью. И при этом Росстат рапортует о 8,5–9,5% инфляции. Как такое может быть? На счетах у людей огромные суммы. Корпорации должны более 60 триллионов рублей банкам. Это огромный денежный пузырь. При этом под 30% бюджета Российской Федерации идет в военно-промышленный комплекс, а значит, это деньги обернутся один раз. Все это будет долго поддерживать вот этот вот инфляционный процесс. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть кэш, то не тратьте его ни на какие покупки сейчас. Это первая рекомендация. Второе. Весь получаемый вами кэш обязательно на money market заводите и используйте на короткие депозиты банков и так далее. То есть я предупреждаю, турбуленция, которая будет в 2025 году, лучше переживать ее с жировым запасом. Я сейчас не пугаю вас, но предупреждаю, сделайте запас, пусть у вас будет кэш. Большая ставка – это, конечно, проблема, но большая ставка и этот период экономики – это и возможность. Огромный дефицит товаров, продуктов. Новые производства нужны, и есть льготные кредиты для тех, кто новые цеха строит. Прекрасные технопарки сейчас строятся в России. Они ускоряют строительство нового завода, нового цеха. Берешь в этом технопарке землю, берешь льготный кредит, строишь цех, запускаешь производство. Да, я понимаю, нужно иметь какие-то начальные деньги, это точно. Это нужно. Находите, объединяйтесь, кооперируйтесь и так далее. Но не сидите, не сидите. Поэтому рекомендация складывать деньги на депозит относится именно к домохозяйствам, частные лица и так далее. А вот для бизнесменов, для малых бизнесменов, предпринимателей и так далее, друзья мои, производство. Еще раз производство. Очень много производства можно сейчас запускать. Используйте этот момент. Это удивительный и фантастический момент для малых цеховиков и производителей. Хотите пример? Я приезжаю на свой завод, смотрю, стоит линия, новенькая, вот покрашенная, ну супер. Я говорю, кто производитель? Ну там висит шильдик, ИП Рязанов. Я говорю, кто такой Рязанов? А это, говорит, вот мужчина из Белгорода, который раньше поставлял нам узлы, а теперь, когда нам запретили, значит, покупать комплексные линии из Италии, он взял эту линию, собрал нам, Я говорю, так она же лучше, чем итальянская. Они говорят, да. И это не русские кулибины, ребят. Это российская инженерная школа. Это конкретные люди в Белгороде, смотрите, да, делают изделия высоченного уровня, и это только начало. Вы знаете, сколько заказов теперь получил этот? У него заказы расписаны теперь на 1000 дней вперед, на 3 года вперед. Все, он весь в заказах, все. Он, конечно же, расширяет цех и так далее, и так далее. Более того, мы его позвали преподавать на MBA «Вызовы будущего». Вот, у нас преподаватели на MBA «Вызовы будущего» 90% это абсолютные практики. Хотел говорить о ставках, да, и типа тема такая, что надо ругаться и так далее. А о чем я сейчас говорю? Для кого-то это старт в жизни. Используйте это, друзья мои. Поэтому рост ставки, не буду больше говорить, что это плохо, буду искать только те вещи, в которых мы можем находить новые возможности. И вот вам новость еще одна. Значит, в России подсчитали, не хватает около 600 тысяч инженеров. Здрасте, приехали. В стране, в которой инженерное образование было на самом топовом уровне, к началу 21 века, значит, не хватает 600 тысяч инженеров. Смотрите, какая статистика. Каждая 5-я компания находится в процессе поиска специалистов и закрывает эти позиции как с ростом зарплат, перекупая друг у друга. Не хватает специалистов. И в первом полугодии расценки, то есть зарплат, то есть рост зарплат инженеров, проектировщиков, да, вырос на 20%. Больше всего не хватает инженеров, проектировщиков, инженеров, технологов и так далее. Я сейчас только что говорил про производство и так далее, вы понимаете, да, уже жор начался. Поэтому подготовка инженеров, проектировщиков, инженеров, технологов, да, обучение
практическое и так далее, это тоже разновидность образовательного, возможно, бизнеса и так далее. Интересно здесь вот что. Подготовка инженера — это минимум 5, а то и 10 лет. Ну, понятно, жизненный цикл такой, да? И поэтому какое нашли решение прямо сейчас? Мигранты, да? Поэтому за последнее время 35 тысяч разрешений на работу выдано высококвалифицированным специалистам-мигрантам. Это хороший прием. Америка, там, Германия, Британия постоянно дают специальные визы талантливым, там, например, молодежи и высококвалифицированным специалистам. Да. Поэтому я очень рад, что Россия начала это делать. Более того, я хотел бы обратиться ко всем деятелям правительства, кто придумал эту программу. Ну, первое, сказать, большие молодцы, а второе, за время работы вот этих мигрантов, высококвалифицированных специалистов, нужно бы их ассимилировать, приземлить, чтобы у них появилось жилье, семья, детишки, то есть, ну, чтобы они осели, да, то есть именно так поступают в Германии, в Америке, в Британии, то есть ассимиляция. Важно, чтобы они осели в стране, выучили язык, адаптировались, завели друзей, знакомых, круги и так далее. И таким образом, конечно, вот выполняя обе вот эти вот линии, и подготовка органического способом, да, инженеров, да, обучение, там, да, свои институты, и мигранты, привлечение их, заземление и так далее, конечно же, можно решить этот вопрос. Нет нерешаемых вопросов. Человек так устроен, как только он осознал, какой у него вызов, все, слушайте, тут же находятся там дела, способы, подходы, там все находится, да. Я вам расскажу свой пример. Например, в Рязани мы сейчас запускаем инжиниринговый центр Технониколь. Так что мы делаем? Мы в технопарке, прямо на въезде в Рязань, есть прекрасный, отличный технопарк. Кто интересуется технопарками, ребята, welcome to Рязань. Это очень привлекательное место. Губернатор Павел Малков создал феноменальные условия в регионе, чтобы это все работало, поэтому, Павел Малков, если вы нас смотрите, большой-большой респект и привет. Так вот, в этом технопарке мы берем землю, Технониколь, ставим 3500 метров в первую очередь, бронируем под 3500 метров вторую очередь и еще бронируем под 3500 метров третью очередь. И начинаем строить Технониколь, инжиниринговый центр, в котором будем производить специальные изделия, которые мы не можем купить из-за рубежа, да, собирать их, тестировать. Во втором цехе, во второй очереди у нас предусмотрена механичка, то есть мы будем производить наиболее критические узлы, которые требуют высоченного качества, да, и должны быть вот здесь вот на месте сборки. Ну и в третьем цехе, который я сказал, третья очередь, это будет расширение вот этого всего производства. Таким образом, в Рязани появляется Технониколевский международный инжиниринговый центр. Вот и все. Естественно, рядом с этим инжиниринговым центром что появляется? Школа инженеров. Конечно же, как же без школы? Поэтому ребята, старшеклассники из Рязани, будут иметь возможность проходить практику. Где? Так вот в этом инжиниринговом центре Технониколь. И часть из них будет оставаться, потом идти на курс повышения квалификации, обретать уже профессии, там, соответственно, КИП, автоматика там, и так далее, так, проектировщик, технолог и так далее. И вот так. Так Технониколь тоже участвует в закрытии вот этого вот вызова 600 тысяч инженеров. И я призываю к такому же подходу каждого предпринимателя в России. Ну а тех, кто находится на стороне тех самых школьников или тех самых мам, пап, которые видят, что его сынок или дочка могли бы стать этим инженером, технологом, пожалуйста, отправляйте своих ребятишек в технический инженерный корпус, в эти профессии. Следующие 10 лет будут тотально за технологиями, за инженерами и так далее. Самые высокие зарплаты, самый высокий спрос, самый высокий престиж. То есть две профессии – учитель и инженер-технолог, инженер-проектировщик. Все. Ну, про айтишников я не буду говорить, конечно, да. Я сейчас говорю про вот то, что сейчас вот приходит на повестку дня. Стартовал второй поток программы MBA «Вызовы будущего» от Глобального университета Игоря Рыбакова и МФТИ. Это уникальная программа живого образования, где ты полностью осознаешь свой предыдущий опыт. Первое, сможешь с ним лучше воспользоваться. А второе, добавишь к этому опыту опыт самых ведущих практиков из твоей области деятельности и
из сопредельных областей деятельности, чтобы повысить свои результаты в жизни, в бизнесе и так далее. Если ты не успел на этот поток, не отчаивайся, не надо плакать, не надо лить слезы. Прямо сейчас здесь под этим выпуском будет ссылка, ты заявку отправь и проходи отбор. Ты успеешь на следующий поток. Жду вас, тех, кто решителен в отношении своей судьбы и хочет взять под управление свою судьбу и улучшить существенно результаты в бизнесе и в жизни. Китайский завод в России приостановил производство телевизоров, а причиной стало давление Европейского Союза и США и сложность с оплатой компонентов с Китая. Ну, вы слышали о сложностях взаиморасчета. Вот что интересно, этот завод работал 13 лет, выпускал 3,5 миллиона телевизоров в год. Да. В свое время в его строительство было вложено 30 миллионов долларов. Площадь завода 19 тысяч квадратных метров, то есть такое приличное предприятие, и вот оно закрывается. Компания называется TPV Technology. Ранее еще там сообщалось о каких-то китайских компаниях, которые приостановили производство. Ну, огорчаться не надо. Дело в том, что они тут же, вот эти китайские компании, заменятся на российские компании, которые будут возить эти компоненты и так далее. Здесь какой элемент? Китайцы просто перестраиваются, чтобы на них не было возможности нанести там прямой удар. Ну, грубо говоря, такая оптимизация цепочек. Но тем не менее, смотрите, между Китаем и Россией не наступает никаких потеплений. Вы видите, да? Сложности взаиморасчетов, значит, китайские предприниматели под давлением и так далее. Сложности, ну, я не скажу, что нарастают, сложности остаются. Причем большие. И все, кто думают, что, ну ладно, с Западом вот изоляция, вот с Китаем, я вам так скажу, с Китаем прагматичные отношения, с Китаем идет торговля. Знаете разницу между торговлей и дружбой, сотрудничеством и поддержкой? Разница большая. С китайцами мы торгуем и не воюем, а с американцами мы воюем и немного торгуем. Вы скажете, нет, мы не торгуем. Торгуем. Есть до сих пор контракты, которые официальные, да, идут из России и с Америкой по специальным лицензиям, разрешениям. А сколько идут всяких там параллельных вещей? Да, это меньше существенно, чем раньше, но до сих пор это есть. Поэтому обратите внимание, воюющие стороны, они могут продолжать торговать. Удивительно. Я еще раз возвращаюсь к тем, кто хочет, скажем так, разогнать тему, что вот поворот на восток — это, мол, вот какая-то вот панацея. Да не панацея, это как бы прагматика, смотрите. Во-первых, выхода другого нет, во-вторых, страна Россия должна быть диверсифицирована по разным путям. Ну, закрыли западные пути, восточные есть, восточные перекрыли, южные есть и так далее. Закрыли все, ну, ребят, есть арктические пути у России, да, ледоколы пошли по Северному морскому пути, то есть, грубо говоря, страна живет, у страны очень много разных способов выживания и так далее. Не надо полагаться на друзей, другие страны. Надо полагаться на свою первопричинную самоспособность построить экономику. И это все основано на майндсете, на способности уметь думать и на способности быть устремленными в бесконечность. Да, поэтому нам сейчас придется не отсиживаться и ждать, что там в Америке выборы, что там в Китае, какой завод из Китая, что там остановил. Давайте строить свои заводы, свои фабрики, давайте жить своим умом, давайте, чтобы русская цивилизация не прекращалась. Вот поэтому давайте так, все будет хорошо, и китайцы закрывают завод, ничего. 5 претендентов сейчас придут на этот завод, купят и восстановят производство телевизоров из компонентов, которые, конечно же, успешно закупят в том же Китае или еще где-нибудь. И моя любимая новость. Январские каникулы на лыжном биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани пройдет гонка «Технониколь». Напомню, стадион «Алмаз» — это стадион, построенный на деньги компании «Технониколь». И вот на этом прекрасном стадионе, в котором будут Матч ТВ и все вот эти телевизионные компании все снимать, будет гигантская трибуна и так далее, пройдут грандиозные биатлонные гонки, будут лыжные гонки, будет очень зрелищно. На выстрел дается 1 секунда. То есть все сделано так, чтобы было шоу. Присоединяйтесь. Если не сможете приехать, смотрите по телеку, подключайтесь. Будет отличная гонка, отличное настроение. Мы с Сергеем Колесниковым будем обязательно болеть. И мне кажется, Серега Колесников даже примет участие в этой гонке. Он сейчас усиленно готовится. Ну и давайте вместе размножать хорошее,
пусть плохому места просто не останется. Когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль.